Арктика. Когда я слышу это слово, сразу представляется бескрайняя тундра. Непростые дороги, проезд по которым само по себе то еще приключение. И, конечно же, заброшенные поселения. Сегодня мы своим ходом доберемся до полузаброшенного арктического поселка. Узнаем, куда и почему исчезла основная часть его жителей. Посмотрим, наверное, на самые атмосферные заброшки из всех, что я когда-либо видел. И посетим самую северную заброшенную биолабораторию, в которой на полках еще стоят биологические образцы в банках. Ну и, конечно же, виды. Крутые виды. Их сегодня тоже будет предостаточно. Друзья, всем привет! Когда вы в следующий раз услышите, что Териберка – это край света, знайте, что это не так, потому что есть места, которые гораздо больше похожи на тот самый край света. И этот ролик будет об одном из таких мест – Дальних Зеленцах. Меня зовут Юрий Антонов, вы на канале Easy Hike. Поехали! Дальние Зеленцы находятся на севере Кольского полуострова, и это крайний населенный пункт, до которого есть дорога, если, конечно, ее можно так назвать. Полузабытый поселок на краю земли. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь привычный пейзаж – это пустынные улицы и заброшенные дома. Что, я иду, не знаю, это главная улица, не главная, но когда-то, я думаю, это точно была главная улица, но сейчас здесь просто одни заброшенные здания, одни заброшки кругом. Но при этом люди ходят, кораблики плавают. Но картина, конечно, печальная. Если вы подумали, что здесь никто не живет, то вы ошибаетесь. В поселке постоянно проживает примерно 10 человек, и все они живут в одном доме. Летом, конечно, поселок сравнительно оживает из-за туристов, рыбаков и дачников. Да-да, вы не ослышались, домики на заднем плане некоторые используют как летние и приезжают сюда отдохнуть. А вот зимой Дальние Зеленцы становятся отрезанными от цивилизации, и единственный населенный пункт, до которого можно добраться отсюда на снегоходе, это поселок Туманный, находящийся в 30 километрах. Смотрите, какое красивое здание. Ну, по крайней мере, когда-то было в лучшие свои годы. Блин, думал, там лестница есть, а ее нет. Не знаю, что здесь было. Но судя по окнам, не знаю, это сауна какая-то, баня. Не похоже на баню. Как я потом выяснил, в этом здании действительно располагалась котельная и баня. Сейчас же здание в ужасном состоянии. Что-то все разрушено. Даже пола нет. Опасненько туда заходить. Но внешне здание выглядит прям очень круто. Такое основание прям из камней. Я пока сюда ехал, у меня реально в голове вопрос кружился. Почему здесь не строят из вот этого камня? Его здесь дофига. Просто едешь, там россыпи из этих камней. Строй не хочу. Интересно, почему из него не строят? Наверное, по-любому какие-нибудь причины на это есть. В далекие 1930-е годы весь этот поселок появился благодаря постройке здесь Мурманского биологического института. Это был самый передовой институт в Советском Союзе по изучению моря и морских жителей. Сюда на практику приезжали студенты со всего Союза. В домиках, которые сейчас используют как дачу, жили работники. Кстати, знаменитый камчатский краб, который сейчас очень распространен в этом регионе, появился здесь благодаря этой станции. Именно в Дальних Зеленцах его впервые выпустили в здешние воды. Институт просуществовал до 1989 года, затем его перенесли в Мурманск, а здесь все закрыли. С тех пор время в поселке остановилось, он медленно начал умирать. Но самая прикольная локация здесь, о которой все пишут, это вот та вот биолаборатория бывшая. Сейчас биолаборатория – одно из самых приметных зданий в поселке. Так, вот здание лаборатории, окна все заколочены, но я видел, что сюда как-то можно пролезть. Есть какое-то тайное окошко. Сейчас поищем его. Здание выглядит, конечно, красиво.
Но самое интересное – это не его внешний вид, а то, что находится внутри. Такого увидеть я не ожидал. Так, ну вот, походу, это окно. Сейчас слазим. Посмотрим. Журналы какие-то. Офигеть! Здесь просто полки с какими-то научными трудами. И это все... На это все ведь тратилось столько сил, а сейчас это просто все здесь гниет, доживает свой век, покрывается плесенью. Офигеть! Обалдеть, смотрите, тут еще перевязано веревочкой. Обалдеть. Натрий углекислый, безводный. Там что-то разбилось он уже, то есть какие-то химические элементы. Офигеть, представляете, сколько здесь всяких химических реагентов. То есть просто люди взяли и ушли отсюда, и это все оставили. Резко никому не нужно. Ни труды, ни вот это все. Я не знаю, как так. Здесь снова какие-то приборы разбитые. Баночки, скляночки. Обалдеть. Нигде такого не видел, чтобы куча вот так всего побросали и ушли. Офигеть. Пойдем еще посмотрим, может еще что-нибудь есть интересное. Тоже какие-то реактивы. Здесь какая-то... Ну, здесь, наверное, какие-то опыты делали. Камера какая-то. Сенсорная физиология морских рыб. Потолок тут, конечно, грусть, печаль. Недолго осталось этому зданию. Лежит журнал, и здесь последняя надпись. Заполнялся он в 81 году. То есть когда-то лежал в сейфе, был очень важным документом, а теперь никому не нужен, просто вот гниет в этом же самом сейфе. Здесь тоже всякие полочки с реагентами, пробирки запечатанные, с образцами всякими лежат. Офигеть, 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 офигеть. Никогда такого не видел. На стене осталась реклама калькуляторов. То есть какие-то года, я не знаю, калькуляторы. 90-е, там, 80-е. Но это, конечно, очень атмосферно. Смотрите, полки. Все уже обвалились. И там какие-то образцы. В этих банках какие-то образцы еще. Какие-то... Что это вообще? Мне кажется, так начинаются фильмы типа «Чужого», да? Типа «Вау! Что это такое? Дайте я это потрогаю». И бам! Понеслась. Короче, это пипец. А тут уже разбившиеся всякие полки не выдержали. Ну
хорошо, это было круто. Наверное, самое атмосферное место, самая атмосферная заброшка из всех, в которых я вообще когда-либо был. Вполне логичным возникает вопрос, а как это все до сих пор сохранилось? Почему ничего не растащили? Ответ – дорога. Хоть до Дальних Зеленцов и есть дорога, и от Мурманска ехать по навигатору всего-то 4 часа, можете смело плюсовать сверху еще часа 3. Первые километров 150 вполне неплохие, грунтовка. Обычный пейзаж здесь это тундра и ветряки Кольской ВЭС. Кстати, в конце видео покажу, как они выглядят в солнечную погоду. Мне прям очень понравилось. Но вернемся к дороге. Самое интересное это последние 25 километров. На проезд именно этого участка придется потратить более 4 часов. Вы скажете, а что с ним вообще не так? Сейчас узнаете. Ну что, первое такое серьезное препятствие на пути в Дальние Зеленцы. Это вот такой вот брод. Ну, выглядит все нормально, не глубоко, поэтому сейчас попробуем проехать. Здесь вот когда-то был мост, но сейчас он сгорел. Здесь вот такой временный, маленький. Машина, конечно, здесь не поместится. Придется проезжать здесь. Надеюсь, Тусан справится и не останется здесь навеки вечные. Так, и 50 метров не проехали, тут снова препятствие. Снова ручей. Но я думаю, этот-то точно проедем. Где-то приходится подкладывать камни, где-то выбирать правильную траекторию. Именно камни здесь основное препятствие. Высокий клиренс must have, желательно с полным приводом. На легковом авто я бы сюда точно не поехал. Ну что, пришлось немножко камушков подложить, а так вроде проехали. Ладно, дальше вроде жести не должно быть. Эту дорогу когда-то построили здесь военные, и с тех пор она, по-моему, ни разу не ремонтировалась. Вообще немного странно видеть, что в поселок, в котором живут люди, уже 5 лет элементарно не могут восстановить мост. Про качество дороги я вообще молчу. Чем ближе к Дальним Зеленцам, тем хуже она становится. Блин, вот едешь вроде в какой-то вообще дали. Вышел камеру поставить, и то здесь мусор, банка, канистра какая-то. Я в шоке. А какие здесь виды. Озера вообще бесконечные просто. Едешь озеро, 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 снова озеро. Виды здесь и правда шикарные. Все эти плюшевые от мха сопки и бесконечные озера сначала очень впечатляют, но через пару часов дороги привыкаешь и начинаешь воспринимать все это как должное. На самом деле дорога очень изматывающая, потому что не дает расслабиться ни на секунду. Постоянно приходится что-то объезжать и выбирать нужную траекторию, чтобы ничего не зацепить днищем. На пути встретится около 4 мостов. Большинство из них в нормальном состоянии, проезжаются без проблем. Блин, один мост почти развалился. Но вроде норм. Проехали.
Некоторые из этих мостов выглядят так, как будто их собрали из того, что нашли на обочине. Суровые кольские мостики через реки. Те-ре-ре-ре. Но если не принимать во внимание внешний вид, то функцию они свою выполняют отлично. Большей проблемой на дороге являются вот такие вот бетонные трубы, на которых при недостаточном клиренсе легко можно повиснуть на днище. Фух, ну что, судя по количеству наклеек, добираются сюда далеко не многие, но дорога на самом деле реально жесть какая-то, я уже офигел. Когда думаешь, что вот сейчас появятся зеленцы, они все не появляются, и дорога еще хуже и хуже. Короче, печаль дорога. Сейчас отмечу здесь и поедем уже в сам поселок, пока дождь не начал. Что-то пасмурно становится. На въезде в поселок меня ожидало еще одно напоминание о том, что расслабляться не стоит. И если здесь что-то случится с машиной, помощи можно будет ждать очень долго. Тут не доехал немножко до Зеленцов. Жесть. Я выезжал в дальние Зеленцы из Териберки. Дорога у меня заняла около 6 часов. И главное, не забудьте про бензин. Что в Териберке, что в дальних Зеленцах нет заправок. Поэтому берите с собой канистру бензина. И обязательно еду. Но вернемся к поселку. Это настоящий рай для любителей заброшек. Почти во все здания можно зайти. Правда, в большинстве из них уже давно нет ничего интересного. На улицах дальних Зеленцов и берегах бухты много старых судов. Когда-то они бороздили просторы Баренцева моря, а теперь стоят здесь как памятники, напоминая редким посетителям о былом величии поселка. Когда-то здесь помимо лаборатории еще была коррозионная станция. Станция, на которой изучали воздействие таких суровых внешних природных условий на металлы, на разные соединения. Она вот там наверху находится. Сейчас мы туда сходим. На самом деле, за время поездки я так и не понял, работает коррозионная станция или нет. По крайней мере, выглядит все весьма заброшено. Ну что, тут походу когда-то была горячая вода или отопление. Вон изоляция. А сейчас ни души. Никого нет, значит пойдем посмотрим, что там с ней стало, с этой станцией. Коррозионная станция находится на самом верху сопки. Никого нет. Хотя, может, там исследования какие-то так и идут. Что там, по сути, гайку закрутил и ждешь 20 лет. Смотришь, что там с ней станет. Главное, чтобы ее не сперли. Хотя место идеально выбрано. Мало какой вор до сюда доберется. Ну, на самом деле, с тем, что там никого нет, я погорячился. Кое-кто меня там все же ждал. Смотрите, пришли на коррозионную станцию, а там лиса. Вон она стоит. О. Ну что, наконец-то мы дошли до коррозионной станции. Лиса, кстати, до сих пор не убегает. Вон она, смотрите. Смотрите, вон. Вон рыжая. Станция представляет собой площадку с установленными на ней палетами. На палетах находятся испытуемые образцы. Кабина. От истребителя, от какого-то часть. Но остальное все, конечно, здесь всякие какие-то пластины, металлические, неметаллические, соединения всякие.
Ну, прикольно. Ну вот на таких палетах стояли образцы. Но большинство, кстати, палетов пустые. Не знаю, либо их не заполнили, либо растащили. Здесь вот что-то валяется, какая-то пластина. Может, и растащили, хотя кому это нужно, не знаю. Как я потом выяснил, станция все-таки рабочая. Здесь трудится семейная пара из числа постоянных жителей поселка. Рядом со станцией находится гряда островов, и видок там просто шикарный. Вот как минимум из-за такого вида стоило ехать в дальние Зеленцы. Кстати, интересный моментик. Сначала я подумал, что вот это скамейки. Ну мало ли местные любуются оттуда закатом. Но, как потом оказалось, это испытательные стенды с коррозионной станции. И на них тоже установлены испытуемые образцы. Максимально суровые условия. Но испытаниям здесь подвергаются не только материалы, но и посетители. Сколько же тут комаров. Это жесть просто. Комары. Это отдельная тема. Если присмотреться, то абсолютно на любом футаже вы их заметите в кадре. Они здесь повсюду. Я снимал видео в июле. В это время здесь больше всего мошкары. Блин, тут такие бешеные комары, что ты идешь вот так в капюшоне и думаешь, что дождь идет, что-то по капюшону бьет. На самом деле дождя никакого нет. Это просто комары тебя атакуют. Офигеть. Стоит остановиться сразу. Вокруг тебя облако. Но появляются они волнами, то есть, то нет. Но если они есть, то спокойно делать свои дела они вам точно не дадут. По-моему, эти парни мне что-то хотят сказать. У них есть какое-то предложение ко мне. Эй, остановись, открой окно, открой окно! Обязательно покупайте репеллент. Хотя, как мне показалось, им вообще на него наплевать. Еще одно приметное местечко – это метеостанция. Ну, метеостанция-то уж явно заброшена. Ну да, тут он все ржавое, печальное. Что там? Здесь вот что-то стоит, смотрите, какие-то баночки, что-то в баночках. Не знаю, что это. Пусть стоит. Но марля такая, ну, не выглядит старой. Все заброшено, разрушено, забыто. С погодой, кстати, опять повезло. Потому что выезжали, был дождь, а сейчас вот солнышко, красота. Оба, смотрите. Что это тут у нас? Гриб. Подберезовик. Подберезовик мелкий. Вы скажете, а почему он растет в мху, да? А нифига, он растет под березой. Вот она. Мини-березка. Они здесь повсюду растут. И вот так грибы и растут в тундре. Просто идешь, и они перед тобой. Наконец-то появилось солнце. Как только оно выглянуло, сразу улучшилось настроение. И мне даже захотелось еще побродить по окрестностям. Но, к сожалению, времени на это уже не было. Нужно было ехать назад. Как мне показалось, дорога назад заняла гораздо меньше времени, чем когда я ехал туда. Может, потому что я очень хотел домой, а может и потому, что я уже знал на дороге каждую кочку. Ну ладно, не каждую. Ездим, кругом эти сейды стоят, башенки, решили тоже свой собрать. Но мы свой соберем на дороге, Зеленцы. Здесь их немного, и наш простоит много-много времени. Сейчас вот на вот этом камне он будет с видом на ледник, на местный ледник. Вот основание. Щи! А, у меня комар в ухе.
самый крутой ледник. Ой, какой ледник. Все, мы построили свой сейт на радость местным комарам. На камне с крутым видом на ледник, на снег. Все. Бомба. Теперь домой, наконец. Доедем мы сегодня или нет? Едем домой из Зеленцов, и здесь облака опустились, и просто бомбический вид появился. Офигеть! А солнце, кстати, здесь вообще не заходит сейчас. Даже, не знаю, в час ночи оно вот так будет светить. Летом здесь полярный день, и солнце вообще не заходит. Так вот, в такую погоду ветряки Кольской ВЭС выглядят очень здорово, да и все вокруг выглядело нереально круто. Блин, такой крутой вид на эти ветряки на дороге. Сейчас солнце светит и ветра нет. Вообще просто пушка. Смотрите. А если бы они еще крутились? Вообще бы сказка была. Когда я только приехал в дальние Зеленцы и увидел всю эту разруху и запустение, я подумал, что это место обречено. Я искренне не понимал, почему отсюда не уезжают те немногие жители, которые тут еще остались. Но как только выглянуло солнце, все заиграло новыми красками. Заброшенные дома хоть и не стали менее разрушенными, но уж точно стали выглядеть посимпатичнее. Ну а природа здесь – это отдельная тема. Просто красотища. Поэтому я даже немного начал понимать местных. Турист здесь хоть и редкий гость, но все же он есть. Около пирса нет-нет да появляются кораблики. А еще здесь работает база отдыха для рыбаков. Поэтому нельзя сказать, что поселок мертв. Понемногу он начинает оживать. Единственная проблема в посещении дальних Зеленцов – это дорога. Но я вас уверяю, потраченные на нее усилия того стоят. На одном из старых судов была надпись «Уехать дальше, стать ближе». Наверное, это послание всем нам, потому что именно приезжая в такие далекие полузабытые места, мы отстраняемся от городской суеты, забываем о проблемах и становимся ближе и к самому себе, и к природе в целом. Здесь отдыхает душа и тело. Поэтому иногда каждому из нас нужно уехать дальше, чтобы стать ближе.